Приветствую! Сегодня мы с вами поиграем в Зайчика. Популярная довольно-таки визуальная новелла в жанре хоррора. На своем канале я уже как-то выпускала прохождение данной игрушки, но я решила ее перепройти, дабы вспомнить что там да как по сюжету. И еще потому, что скоро буквально на днях выходит 5-й эпизод финальный. Поэтому давайте начнем. Новая игра. Поехали. Графомания начинается. Всю ночь ветер скребся в окно когтями. Он бродил по полям и завывал голодным зверем. Бесконечная песнь велась, словно веревка, сплетенная из самых разных тонких, вкрадчивых, насмешливых голосов. Казалось, они кричат и смеются. И спорят о чем-то. Кто-то носился по снегу, отбрасывая длинные тени, они то подходили к кровати, то отступали. Дом жил своей жизнью, скрипучей жизнью старых зданий, которые помнят столько всего и будто пытаются рассказать. Одинокий дом глядел на лес, а чащоба смотрела в ответ своими глазищами, дуплами, шуршала, шумела, кивала. Можно выйти и постоять у кромки леса, просто чтобы убедиться, там за кривыми деревьями никого нет. Смутные, мотающиеся на ветру силуэты не причинят вреда. Это же игра света и тени. Просто такая игра. Я понимаю, что это лишь мое воображение, мне ведь уже 12. Но все же. И вот силуэт лисы. Так, эпизод 1. Прилети, сова. Нью. Понятно. Убери книгу немедленно. Простите, тут нужно переключаться, Сколько раз забыла. говорила, не читай за столом, вредно. Сидишь, сутулился весь. Ой, давайте не надо заставлять. Человека сам захочет, съест. Ладно, убираем. Я послушно отложил книгу о похождениях Конана Варвара. Все равно я прочитала одну и ту же строчку 3 раза и ничего не понял. Оля уже позавтракала и взялась за печенье, хрустела с аппетитом, как девочки из рекламы. Пока не съешь, из-за стола не встанешь. А я все буравил взглядом манку, словно надеялся, что она рассосется сама по себе. Блин, манка, ненавижу ее. Абсолютно пустая, не полезная каша. Смутная тревога распирала все из-за бессонной ночи, черного леса, огибающего двор и угрюмого ветра. Чем дольше я тянул, тем холоднее становилась комковатая белая масса. Фи. Будто медуза из подводной Одиссеи Кусто. Обожаю эту передачу. Интересно, на дне океана очень жутко, а ночью в холодном черном лесу. Ложка выпала из руки. Мама плеснула студенным взглядом зеленых глаз. Что я говорила? А что ты говорила? Я достану. 10-секундная передышка перед новым сражением с гадкой кашей. Я нащупал ложку. А что это такое нацарапано внизу на столешнице? Карина. Ах, это ж мамино имя. Видимо, она в детстве накорябала чем-то острым. Оказывается, хулиганка была, мебель портила. Ох, меня бы она за такую неделю ругала. Ну, конечно. Напомнить ей о шалости? Нет, она не в настроении, она тебя отругает. Нет, что-то она не в духе в последнее время. Я вообразил, как она, моя ровесница, сидела здесь под столом. Интересно, в детстве мама боялась темноты? А шороха на чердаке? А лесных дебрей? Я представил, как бабушка заходит в спальню к моей маленькой маме, садится на край кроватки, где теперь спит Оля, и рассказывает мягким, вкрадчивым голосом. Тайга — особое место, дитятка. Простите.
Она к тебе присматривается, принюхивается. Словно хочет понять, что ты за зверь такой. Понравишься, в беде не бросит. А будешь проказничать, схватит за бочок и утащит с собой под землю. Тут и дело с концом. Бабушка была ласковой, никогда ни с кем не ссорилась, не ругалась. Тогда не было этих сводящих с ума криков до глубокой ночи, разбитой посудой, взаимных обвинений. В то время наши родители еще любили друг друга. Помню, я случайно подслушала родительские разговоры и узнал, что бабушка заранее обеспокоилась о своих похоронах. Купила себе гроб и называла его ласково гробиком. Он стоял в чулане, словно терпеливо ждал. Ну, а чё такого? Заранее закупилась. Чтобы потом собирать всем селом деньги для похорон бабушки. А тут вот уже заранее. Черный с обивкой цвета мяса. Это я увидел потом, когда бабушку хоронили. Дом остался таким же, каким и был при бабуле. Только фотографии все убрали куда-то. Застекленные снимки с серыми лицами моих предков, у всех плоские, но зоркие, неживые глаза. Я выбрался из-под стола. Оля расправилась с печеньем и, как хитрый зверек, поглядывала на мою порцию. Я бросил взгляд на заиндевевшее окно. Снаружи темнели сосны, но не они привлекли мое внимание. Январский узор складывался в картинку. Оля, гляди, лиса! Где? Похоже на оптические иллюзии на задних обложках тетрадок. Вроде мешанины из черточек, но если сфокусировать взгляд и посмотреть под определенным углом. Да не на улице, на стекле. Смотри, вот нос, вот. Ну-ка, доедай. Мать, из-под палки заставлять человека есть еду не стоит. Помнится, меня заставляли, я потом со второго этажа выкинула эту кашу. На женщину попала. Она прибежала, бедная, выяснять, кто сделал. Да, сейчас. Я ничего не вижу. Живо. Совсем немного осталось. Вот. Но все равно не похоже. А я говорю, похоже. Не-а. Похоже. Прекратите. Ну что за дети? Теперь и я не мог отыскать лесу. Она исчезла. Лишь узоры ползли по стеклу, похожие на вытянутые листья крапивы. На кухню вошел папа большой и неторопливый. Хочу, когда вырасту, стать как он, бородачом. Мама, шутя, все просила папу, но сбрей, колется же. Как давно это было. А теперь каждый день грохот дверей и мстительная колкость. Оля зажимала уши, когда за стеной раздавались голоса. Ради чего это все? Ради вас, отвечал папа, ради семьи. Я ловил каждый звук и боялся услышать самое страшное, самое убийственное слово на букву «Р». Резва. Не хочу даже продолжать. Боюсь представить, что нас с сестренкой разлучат и разведут по разным семьям. Да что твоя лиса? Вот у меня на окне сова! Опять ты со своей совой. Я, конечно, понимаю, родители, у вас между собой разлад, но не надо это все выплескивать на других, особенно на детей своих. Никто ключи от машины не видел? Вроде оставлял на подоконнике. Вроде. Вроде оставлял, вроде нет. Вроде взрослый мужчина, отец двоих детей, а вроде... Перестань, пожалуйста, Карина. Я ее понимаю. Хочется язвить, когда обижен. Дай мне спокойно собраться. В корзине твои ключи, возле телефона. Огромное тебе человеческое спасибо. Антон, ешь быстрее, а то как мученик сидишь. А
сова? Не было там никакой совы. Была! Глазюки огромные! Во! И светятся! Оля вскочила со стула и приставила руки к личику, показывая пальцами глаза, каждой величиной с яблоко. В прошлом году бабай в шкафу, сейчас сова. Так, посмотрим значение слова «бабай». В славянском фольклоре ночной дух, воображаемое существо, упоминаемое родителями, чтобы запугать непослушных детей. Вот так вот. Но я же видела! Оля переводила взгляд с отца на маму, потом на меня, но нигде не находила поддержки. А ты не думала подружиться с ней, нет? Вымышленными мышами покормить, например? Не подначивай ребенка. Просто мала еще, и спать одна боится. Оля капризно надула губы и опрометью вылетела в коридор. Заскрипела лестница, ведущая на второй этаж. Мама строго посмотрела на отца. Ох, этот взгляд, как же неуютно под его прицелом. Папа лишь фыркнул и ушел, звеня вязкой найденных ключей. Спустя минуту на весь дом раздалась мелодия из «Русалочки». Это была затертая до дыр кассетная пленка, которую папа уже склеивал. С вещами все просто, их можно починить или вот склеить. А как быть с отношениями? Мама ушла в гостиную, а я остался один, обеспокоенно поглядывая в окно. С тех пор, как мы переехали в этот старый дом, Оля плохо спала. Так, давайте я этот кадр возьму. Пожалуй. Вот так вот. А ворочалась в постели или съеживалась клубочком под одеялом. Порой вскакивала среди ночи, чтобы выключить видеомагнитофон. Мультфильмы помогали отвлечься от переживаний из-за переезда родителей. Громко-то. А потом Оле привиделось это огромное крылатое чудовище за окном. Она стала одержима совой. Чего только родители не делали, на какие ухищрения не шли, чтобы искоренить ее страхи. Оля напрочь отказывалась спать одна и не верила, что сова была всего лишь дурным сном. После сегодняшней ночи я не знал, что думать, как теперь относиться к словам сестры. Могут ли кошмары быть заразными? Прошлой ночью я лежал без сна и думал о том, что ждет меня в новой школе. До занятий оставалось несколько дней. Такая напряженная музыка пошла. Хорошо, что я звук понизила. Воображение рисовало длинные извилистые коридоры. Они приводили к классу, заполненному детьми. Но ученики за партами были темными силуэтами, словно вырезанными по трафарету контурами. Посреди их черных лиц зияли круглые дыры, а в дырах моргали глаза, будто бы совсем другие существа смотрели на меня из-за плоских черных фигур. И столько жестокости было в этих взглядах, столько ледяной насмешки, что я дрожала с головы до ног. Выживу ли я здесь? Не забьют ли меня до смерти толпой быстрые топчущие ноги, вымазанные кровью ботинки? Пусть бы она сгорела, эта чертова школа. Пусть бы хоть что-то случилось, неважно что, лишь бы не идти на уроки. Не видеть людей, которые только мечтают дать оплеуху, поставить подножку. Я себя поцарапала. Ой. Придумать очередное прозвище еще оскорбительнее, чем предыдущее. Будто маячки делают меня чужаком, каким-то монстром. Взор мазнул по рисункам, развешанным на стенах. Я не считал себя великим художником, но Оля упросила повесить, только рисование меня хоть немного радовало в последнее время. Моим немногочисленным друзьям тоже нравилось, как я рисую, а ведь они, кстати, обещали звонить. Я, кстати, сейчас вот только вспомнила. Здесь же мелодии другие будут или были. Я не помню, кстати. Но в самом начале это точно та же мелодия, что и была.
Просто композитор-то сменился. Не смогли с ним договориться по поводу оплаты. Ну как, точнее, он требовал миллионы. Потому что Зайчик стал очень популярным. Вот так вот. Моим немногочисленным друзьям тоже нравилось, как я рисую, а ведь они, кстати, обещали звонить. Иногда воображаю, как мама снимает трубку и говорит: «Холодно, вы не туда попали». Или «Антона нет». Антона нет. Я представлял своих будущих одноклассников и одноклассниц, которые, как и я, лежали в эту минуту в кроватях, слушая вой невидимых оборотней за окном. Быть может, я все-таки понравлюсь новому классу. Кому вообще нравятся ребята в очках с толстенными линзами. Папа вот в детстве носил очки, а теперь он женат на самой красивой женщине в мире, на моей маме. Ну вот. Одни плюсы пока. Дом заскрипел под напором ветра. Наш прежний дом, бетонный, девятиэтажный, жужжал советским перфоратором, бубнил телевизором за стеной, плакал навзрыд из квартиры многодетного семейства. Теперешний дом, язык не поворачивается назвать его новым, он был совсем другим. Днем тихий и покладистый, тени отдыхают в углах, в паутине чуланов под лестницей. Но ночью они просыпаются. Что-то смотрит на меня из углов. Будто фотографии мертвых родственников с земляными глазами снова повесили на стену вместо моих рисунков. А кряхтят половицы, стонут ржавые водостоки. Чердак населяют гулкие сквозняки. Словно дом играет какую-то дьявольскую мелодию. Вдруг я понял, что действительно слышу музыку, причем играет она уже давно. Где-то далеко, на самой границе восприятия пела флейта. Она словно бы слилась с воем ветра, с поскрипыванием старого дома своими мыслями, наконец. Я встал и поторопился к окну. Хотел убедить себя, что нет никакой музыки, что это лишь мое воображение. Кстати, вот эта мелодия уже другая. Что никто не может играть там в холодные заснеженные ночи. Давайте откроем. О, сразу светлее стало. Там в поле кто-то танцевал. Черные фигуры едва различимы на фоне темного леса. Залитые лунным светом, они резко подпрыгивали и припадали к скробам, катались в снегу и ползали на четвереньках. Мне вспомнились истории о волках, играющих под луной, но это были не волки. Они вставали на ноги, вводили хоровод, вздымая вихри снега, растворялись во мраке и появлялись вновь. Творилось что-то странное. Пляска теней в беззвездной тьме распаляла воображение и одновременно нагоняла тревогу. Вдруг музыка стихла. Танцующие застыли, я готов был поклясться, уставились на меня. Внезапно одна из фигур отделилась от странного карнавала теней и ринулась по полю мощными прыжками, преодолевая расстояние. Сейчас нас могут пугать. Она скользила, не оставляя вмятин на хрустком Насте, пока угольная тень дома не поглотила ночное существо, став еще гуще и чернее. Сердце заметалось птицей в клетке. Я отпрянул к кровати, успев рывком задернуть шторы. Меня видели. Страх окатил ледяным потоком. Стоя в темной комнате, я слышал, как снаружи возится и скребется незваный гость, как он мечется по двору, выискивая вход. Звук ушел вправо, обогнул дом. Сейчас гость окажется на пороге. Я кинулся в постель, укрылся с головой, словно одеяло могло меня защитить. Страх сковал мышцы. И вдруг снова вспомнилось о похоронах, как бабушка лежала, скрестив руки, с заострившимися чертами лица, похожая на восковую куклу. А по ножкам стульев, на которые водрузили гроб, ползли муравьи. Я представлял тогда, что они взберутся на голову бабушки и лапками поднимут ей веки. Тогда бы спорщенные глазные яблоки шевельнулись в гнездах, и бабуля вновь бы увидела внука.
Там, на похоронах, я повторял мысленно слова заговора, которому она меня научила. И лежа под одеялом, прислушиваясь к скрипу и вою, я шептал эти слова. На острове Буяне, в Синем океане, стоит домовина, в ней сало и глина, волосы седые, чертям еда, раба Божьего Антона не тронут никогда. Бесы забудут дорогу к дому, мертвые к мертвому, живое к живому. Непонятные шумы утихли. Я осторожно высунулся из-под одеяла, чтобы увидеть, как под потолком, словно висельник, колышется штора. И тут ночь ошпарила меня новой порцией кипящего ужаса. Звук резанул по ушам. Что-то царапало входную дверь, быстро-быстро скоблило когтями полотно, требуя впустить его. Дверь заперта. Папа стал осторожным, вкрутил надежный замок. Помню, как он долго и напряженно оглядывался в лес, словно выискивал в нем кого-то. Мертвое к мертвому, живое к живому. Я поджал колени, уткнулся в них подбородком и засверлил взглядом межкомнатную дверь, такую хлипкую и слабую перед мощью темноты. И вдруг... Дверная ручка робко повернулась. Затем дернулась раз, другой. Будто у того, кто пытался открыть дверь, не было рук. Ручка вновь кивнула и неожиданно защелкала бешено. От страха у меня свело челюсть, мокрые пальцы комкали одеяло. Дверь заскрипела и отворилась. Дом издевательски стонал ветром в жестяных водостоках. Сейчас ты увидишь. Дверь распахнулась. Тьма кишела в прожорливой пасти проема. Да это наша сестра, успокойся. Словно сама ночь обращалась ко мне, то хлопая черными крыльями, то скрипя несмазанными петлями. Мрак был паутиной, облепившей углы комнаты. Я дрожал в его коконе и ждал, когда из черного провала выступит тот, кто соткал паутину. Мышцы живота заныли, грудная клетка расправилась, готовая выпустить отчаянный вопль. Но прежде чем я закричал, темнота спросила. Ты спишь тоже? Бледное лицо сестры выплыло из густой тени. Я готова была вскрикнуть от облегчения. Оля, я не сплю. Что случилось? Носик Оли сморщился, а нижняя губа оттопырилась. Верный признак, что с секунды на секунду сестра расплачется. Она опять прилетела и пялится на меня. Прогони ее тоже. Прогони, пожалуйста. Я так боюсь. Страх, только что терзавший меня, уполз и притаился где-то в животе. Я обязан был успокоить Олю. Это был сон, глупая. Не пугайся. Сны не кусаются. Никто тебя не обидит. Оля всхлипнула. Она изо всех сил пыталась мне верить. Но верил ли я сам? У меня есть идея. А пойдем к тебе в комнату, видик посмотрим. Спящую красавицу, например. Тебе же нравится этот мультик? Почему у спящей красавицы принца у меня эта страшная птица? Спящая красавица была принцессой. Вопрос застал врасплох. Ладно, давай посмотрим Золушку. Мысли путались, расплывались. Что это было? Что высматривало меня, лихорадочно танцуя под луной? К оконному стеклу прижималась тьма, и ее не обманешь старыми бабушкиными заговорами. Не проведешь, предложив вместо себя ящик с салом и глиной, с обрезанными седыми косами. Тоша, ты идешь? Да, сейчас. Я забыла, что очень громко прям в лицо прыгает эта псина чёртова.
Вот почему утром мне совсем не хотелось смеяться над Олей и ее, и это ее самой. Кто мог прийти к нам в этой глуши? Мы ведь здесь никого не знаем. Настырные какие. От нелепой мысли, что утренние гости пришли прямиком из леса, стало мне особенно неуютно. В прихожей зазвучали неразборчивые голоса. Подмывало спрятаться. В шкаф. Под стол. За занавеску, куда любит прятаться Оля. Гоша, подойди-ка сюда. К ногам словно гири привязали, я поплелся в коридор. Товарищи милиционеры. 2 милиционера возвышались на пороге. От них пахло морозом и тревогой. А мама, завидев машину с мигалками, обычно кривилась и ворчала хуже бандитов. Но сейчас она выглядела несколько растерянно. Здравствуйте. Старший по званию мрачно кивнул. Тут мальчик вчера потерялся. Вовой зовут. Глянь, пожалуйста. Ты его не видел? Милиционер протянул мне фотографию. Нет, мы его не видели. Рыжий паренек лет 8 был запечатлен на фоне ковра. Он держал на руках полосатую кошку и широко улыбался. Нет. Точно? Посмотри внимательнее. Точно, точно. Где мне его видеть? Я тут никого не знаю. Да и из дома-то почти не выхожу. Вот-вот. А может, видел в окно? Да, у тебя ведь окна на лес. В окно. Нет, не видел. Ясно. Голос его был усталым, а вот взгляд долгий, невыносимо тяжелый. Он смотрел на меня так, будто в чем-то подозревал. Его тень падала на меня, и я невольно ссутулился под весом смутной вины. Наконец, оторвав от меня взгляд, милиционер бегло осмотрел прихожую, лестницу и трещины на потолке, которые я почему-то до сих пор не замечал. Вы, кстати, как на новом месте? Попривыкли уже? Понемногу. Только вот дочка маленькая по городу скучает. Скучает, значит. Из местных вас никто не беспокоит? Все хорошо, спасибо. Карие глаза милиционера вновь впились в меня, отчего голова закружилась. Может, вам помочь как-то? Я спросила неуверенно, чтобы показать себя воспитанным мальчиком и просто скорее закончить неприятный разговор. Я вот стою и думаю. Ты, малец, на племеша моего похож. Очень хорошо. Это к чему? Шустрый парнишка твоих лет. С такими же окулярами. Все книжками зачитывался. Детективами. Рада за него. Когда летом погостить приезжал, говорит, что в школу милиции мечтает поступить. Как я. Хотел людям помогать. Смекаешь? Мне стало неловко, будто передо мной стоял не участковый, а кто-то из дальних родственников. Ох, ребятушки. Сидите-ка вы лучше дома. Не ввязывайтесь ни во что. Жизнь сейчас совсем другая пошла. Ну, как бы на воздухе тоже надо гулять. Мамин голос был холоден. Мне ли не знать? Ну да ладно. Ты, Антон, в каком классе учишься? В 6-м. Друзей-то на новом месте еще не завел? Пока нет. Я только после каникул в школу пойду. Тогда вот вам на всякий случай мой номер. Звоните, если узнаете что. Милиционеры ушли, унеся с собой тени, запах дешевого одеколона и фотографию улыбающегося мальчика. Но его лицо все еще стояло перед моими глазами. Я думал, каково ему сейчас там, совсем одному. Там почему-то я представлял лес, качающийся на ветру. Каково его бедным родителям? И что бы делали мои, если пропал я? Плакали, бились в истерике? Или обвиняли бы друг друга, как обычно, со временем и вовсе забыли? Мам, а Вова этот в нашем лесу заблудился?
Выходит, что так. Бедный ребенок. Я выглянул в окно на дорогу. Милицейский УАЗик укатил к деревне. Смотрим. Советский и российский грузопассажирский автомобиль повышенной проходимости внедорожник, выпускающийся на Ульяновском автомобильном заводе. Поэтому, собственно, УАЗ называется. Окей. Ковыряя расслоившуюся краску подоконника, я почему-то подумал о племяннике участкового. Тут же вспомнились детские детективы из серии «Черный котенок», которые я сам прочитал за лето. Смотрим. Серия книг современных российских и переводных детективов для подростков. Ладно. В них обыкновенные школьники расследовали разные таинственные дела. Они искали улики, шпионили за всякими подозрительными людьми. А после захватывающих приключений бац и раскрывали запутанное дело. Становились местными знаменитостями, и, должно быть, родители ими страшно грозились. Я заметил оставленную милиционерами цепочку следов, ведущую к лесу. И тут в голове будто щелкнуло. А почему не начать собственное расследование? Да, давай. Вперед. Может, найду пропавшего мальчика? А там награду дадут. Вот Оля обрадуется. Ага. И не только Оля. Мама с папой. Вдруг они на время забудут про свои перепалки. Может, мне даже удастся спасти нас от слова на букву «Р». Одеваясь, я фантазировал, как куплю Оле тамагочи, а себе плеер и много-много кассет. А еще целую коробку киндер-сюрпризов. Когда последний раз родители покупали нам игрушки? Осенью, кажется. Тогда папа потерял работу, ту самую, о которой пелась навязчивая песня. Бухгалтер, бухгалтер. Вот он такой, вот он какой, такой простой. Песня советской женской поп-группы «Комбинация», ставшей широко известной в начале 90-х. Ага. Я смутно представлял, чем занимаются бухгалтера. Считают деньги вроде. Раньше соседи завидовали нам. Теперь у родителей едва хватало на сладости, и один шоколадный батончик папа делил поровну мне и Оле. Бывал, я давал ей свою порцию. Как бы сильно мне не хотелось сладкого, она же малявка. Не терпелось скорее отправиться на поиски улик. Пойду погуляю. Да-да, иди. И пропади тоже, как этот Вова. Ага, сейчас. Чтобы потом милиционеры с твоей фотографией по домам ходили. Лес вон какой густой. А если мальчика звери дикие утащили? Или того хуже? Того хуже. Принеслось эхом по коридору. Да я рядом буду. В лес не пойду. Что я тебе сказала? Мне дважды повторять? Лучше портфель собери или соли поиграй. Через секунду на кухне зашумела вода. Это означало, что спор окончен, последнее слово остается за мамой. Ай, ну давайте посмотрим. Открыть. Темная душная кладовка. Мама говорит, внутри пахнет мышами, но откуда ей знать, как они пахнут? Ей ужасно не нравилось, когда я суюсь туда, боится, что я порежусь о лезвие недавно заточенного топора. А Олю вообще не заманишь в кладовку, она считает, что там живет бабай. Я как-то пытался побороть ее страхи, отворив дверь. Включила тусклую лампу, мол, смотри, ничего нет, только паутина, папины инструменты и исцарапанные стены. Не поверила. А мне нравится прятаться в шкафу, слушать, как Оля считает снаружи 3, 4, 5, я иду искать. И бредет, скрипя половицами, робко надеясь, что не придется соваться за мной в тесное логово страшила. Так. Блин. Ладно, давайте Юлу. Мамину ела. Семейная реликвия. Маленькая мама играла с ней, а потом подарила мне. После меня волчка по наследству крутила Оля. Всматриваясь в танцующее веретено, словно хотела увидеть там что-то, сказочный сюжет или, может, наше будущее.
Теперь сестренка слишком взрослая для старой, писклявой Юлы. Окей. Телефон. Родители запрещают мне звонить по межгороду. А так хочется иногда услышать старых друзей. Бывает, я просто снимаю трубку, слушаю тихие уханье зуммера и далекий треск. Кажется, будто ветер воет в обледеневших проводах. Крест. Это распятие видело стольких людей, входящих в дом и уходящих из него навсегда. Черное, словно питавшие в себя все людские пороки за долгие годы под этой крышей. После смерти бабушки мама собиралась снять его и повесить над дверью подкову на счастье. Но поранилась об острый угол креста и чуть не свалилась со стола. Папа назвал это знамением и наказал оставить распятие на его законном месте. Так, ну давайте на кухню пойдем. Открыть, обмануть. Откроем. Открыть. Когда-то бабушка хранила здесь мороженое для меня и Оли, а теперь тут только суповой набор, да слипшиеся пельмени. Как же они осточертели. Так, смотрим. Маленькие пирожки из пресного теста с мясом, употребляемые в вареном виде, являются разновидностью русского фастфуда. Ну, я бы не назвала это фастфудом, ну ладно. Обратно. Ну, давайте обманем. Он же хочет выйти все-таки. Лгать маме было нелегко, но иначе сбежать из дома не получилось бы. Мам, там что-то с телевизором случилось. Картинка какая-то тусклая, и экран весь в полосах. Мама резко изменилась в лице. Без ножа меня режешь. Дострелялся в уток своих. Говорила же, посадите мне кинескоп своей приставкой. Где мы теперь мастера найдем в дыре этой, а? Может быть, просто настройки сбились? Сходи, посмотри, пожалуйста. Нормально же работал с утра. Из-за снегопада, наверное, неполадки. Мама вытерла руки о фартук и, хмурясь, отправилась в комнату Оли. Что мы можем здесь посмотреть? Календарик. На это нет времени, мама скоро вернется. А это радио. На это нет времени, мама скоро вернется. Так, старший лейтенант Тихонов Константин Владимирович, телефон 20337. И ачивку дали. Точно. Ну, во двор, получается. Свобода. Я открыл калитку и вышел в поле. Осторожно, чтобы мама не увидела меня из окон. Когда я преодолел половину пути до леса, сугробы доходили до колен. Вспомнились ночные страхи. Примерно здесь я увидел те силуэты. Здесь они кувыркались, прыгали, хороводили. Музыка заиграла в подсознании, гипнотизирующая и влекущая. При свете дня те далекие фигуры казались просто сном. Солнце испепелило кошмары, но оставалось послевкусие, отдаленный звон в ушах, изломанные тени, ползущие передо мной по снегу. И чуть слышный шепоток в голове, неясный, почти ласковый. Было тихо. Так тихо, будто в мире не осталось больше ничего. Ни земли, ни неба, ни родителей, ни Оли. Будто время закончилось, уперлось в тупик. Чистокол из сосен. Уперлась в тупик. Тишина порой бывает страшнее крика. Родители кричали друг на друга, и мы с Олей каменели, прислушиваясь к перепалкам. Но потом наступила оглушающая тишина. Квартира онемела за несколько дней до нашего переезда. Я уже вспоминала с трудом, точно это было в прошлой жизни, что когда-то мама с папой шутили, смеялись, проводили много времени вместе. А когда целовались при Оле, она всегда оморщилась и забавно фыркала. В один день все изменилось. Нечто важное ушло из нашего дома. А что-то страшное заполнило
образовавшуюся пустоту. Словно вспыхнул пожар, и родители среди ночи в попыхах собирали вещи, спасая себя и нас. От кого? Не от тех ли людей, что иногда появлялись в нашем прежнем доме, людей с ледяными, как у мертвецов, глазами? Будто они во всем видели лишь клубки червей на черной земле. А где-то далеко, предупреждая надвигающиеся опасности, надрывалась сирена. Я вздрогнул, прогоняя наваждение, осмотрелся. Только я, это белое поле и ветер, что гонял по лесу ледяную пыль и хвосты поросшие. Щурясь от солнца, я осмотрел лес, где царил мрак. На фоне ослепительной белизны он был необычайно темен. Узловатые корневища змеились под снегом. Прелая листва и хвойные иглы вмерзли в лед. Опа. Сухие колючие ветки переплетались, навевая неуютные мысли о решетках. Защищают ли они лес? Или наоборот, удерживают нечто внутри? На одной из острых веток что-то висело. Увязая в сугробах, я пробрался ближе, почти к самой границе леса, и увидел вязаную варежку. Точно раненая птица среди изголодавшихся потемок. Может отнести ее милиционерам? Их старший хоть и выглядел угрюмо, напомнил мне капитана Казанову из моего любимого сериала «Улица разбитых фонарей». Давайте. Я помню, я в детстве смотрела. Российский детективный телевизионный сериал, в котором рассказывается о буднях сотрудников милиции. На данный момент является самым продолжительным сериалом в истории российского телевидения. Такой же полный тревоги с усталым взглядом Эдем храбрый и сильный. Поможет ли ему варежка найти пропавшего мальчика? Вова! Послышался далекий крик, кажется, у реки. Вова! Словно сами деревья звали кого-то. Вова подхватили уже ближе. Там, за деревьями, кто-то стоял. Хранился. Я понимал, скорее всего, кто-то ищет пропавшего мальчика, но все же было что-то странное в той фигуре. В ее неподвижности, в том, как она неестественно клонилась к земле. Мы ее не видим, эту фигуру. В ее черноте. Там никого нет, лишь ветки и корни. Просто мое воображение. Где-то громко хлопали крыльями птицы. А вот сейчас увидели. От дерева отделилась тень и скрылась из виду. Я на секунду отвлекся, а когда вновь посмотрел, на том же месте фигуры уже не было. Померещилось. Долго, очень долго стояла тишина. Следы ведут к этой варежке. Мускулы мои были напряжены, сердце грохотало в горле. Любой шум, малейший намек на движение, шепоток из чащобы, и я брошусь бежать. Но ничего не происходило. Я вновь посмотрел на варежку. Помнится, в прошлый раз я варежку брала. Давайте возьмем. Надеюсь, нас не будут обвинять после того, как обнаружат эту варежку у нас. В смерти этого Вовы я принял решение снять одинокую варежку с ветки. Вова! Давай, бери уже. Крик прокатился по полю и расселся вдали, без эха, без надежды на отклик. Да бери уже, хватит тянуть время. Шагнув к щетинившимся деревьям, я попытался снять свою находку. Она не поддавалась. Я потянул сильнее, ветка хрустнула, варежка с чавкающим звуком оторвалась от
От сучка и осталась у меня в руках. Слишком тяжелая, мокрая. Я невольно сжал ее, и на снег тонкой струйкой полилось что-то темное. Над сугробами заклубился пар. Я замер, с отвращением разглядывая ладони. Красные. Треск веток вторгся в наступающую тишину. Не раздумывая, я бросился прочь. Кто-то мчался из темноты, ломая синик, стремительно сокращая расстояние. Ноги вязли в снегу, в голове метались безумные мысли. Сейчас хватит. Сцапают. Утащат чащобу навсегда. Но был другой голос, наверное, голос разума. Он придавал силу, ускорял бег. Ты сможешь, не останавливайся. Позади раздался звериный рык. Такой громкий, что уши заложило. Казалось, рычит не одна голодная тварь, а целая стая. Тянет ноздрями морозный воздух и чует мой страх. Сверху захлопали два гигантских крыла. Огромная тень пронеслась над поляной, что-то заухло, захрипело. Теперь уже рычали со всех сторон. Из сухого малинника, из-за перекрученных елей, из-за бурелома. Быстрее беги, не оглядывайся. Словно в дурном сновидении снежная поляна стала вязкой, как зыбучие пески. Я топтался на одном месте. Вырывал ногу из рыхлой ловушки, чтобы попасть в следующую, еще более глубокую. Я продолжал тонуть, погружался глубже с каждым отчаянным рывком. Разве снег умеет так держать? Я завопил от ужаса, сообразив, что это не снег. Что кто-то в сугробе схватил меня за штанину. Собрав все силы в кулак, я ринулся вперед. Давление исчезло, и ботинок выскользнул из ямы, подошва оттолкнулась от твердой поверхности. Одним прыжком я достиг расчищенной тропинки и оттуда помчался к дому. Его угрюмый фасад уже не казался враждебным. Дом был моей защитой от хлопающих крыльями теней, от ползающих под снегом существ. Я споткнулся о порог и врезался в дверь. В попыхах различил на ней царапины. Словно пес сбил лапами по дереву, требуя, чтобы его впустили погреться. Уходя на прогулку, я не заметил этих глубоких рытвин. Стук сердца в ушах заглушал прочие звуки. Я не слышал, идет ли кто за мной. Что, если они уже во дворе, а мама заперла дверь? Захлебываясь страхом, я дернул ручку. Та покорно поддалась. Все, выдохнул. Добежали до дома. Я ввалился в коридор и тут же захлопнул дверь. Доски крыльца тихонько запищали. То преследователи поднялись по ступенькам. У меня соскальзывали пальцы, никак не получалось защелкнуть замок. Стиснув зубы, я держал за железный набалдажник, загоняя запор в проем планки. Я таращился на дверь. За преградой тонкой и жалкой, бесполезнее одеяла кто-то стоял. Хриплое дыхание проникало в дом и накатывало волн. Отчетливо пахло с хвоей и потом. Мама выглянула из кухни и бесстрастным голосом, каким часто говорил с отцом, отчеканила. Что конкретно тебе не ясно в просьбе «не хлопай дверьми»? Я случайно. Я покосился на дверь, запах исчез, вместе с ним и дыхание. Если там и вправду кто-то дышал. Здесь, в 5 метрах от мамы, страх понемногу ослабевал, таял, как снежок в тепле, а вместе с ним и остатки сил. Ноги подогнулись, я уперся в стену, чтобы не плюхнуться на пол. Вдруг мамино лицо изменилось. Ледяная маска строгости и отстраненности мигом слетела. Мама стала такой же, какой была до всех этих ссор. Она наконец увидела мое состояние, мои облепленные гроздями снега мокрые штаны. Ты где был? Я тебе что говорила, а? Чтобы ты дома сидел.